Добрый день, друзья! После такой масштабной проверки всех своих орхидей, ссылочку на видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Я рассказываю, как я провожу инспекцию своих орхидей. У меня появилось несколько интересных случаев с моими орхидеями, которые я раньше не видела и хочу с вами ими поделиться. Какая-то орхидея меня удивила, другая порадовала, и еще хочу похвастаться. Похвастаться хочу дендрофаленопсисом, который активно цветет и активно растет. Бульба немного усыхает, вот эта бульба, которую я держу в руках. Но ей же и пора, потому что цветет за год она 3-й раз. И каждый раз вот такое волшебное цветение. Но при этом она выпускает опять новый рост, и я надеюсь, что он скоро зацветет. Привезла с моря вот такой камень, потому что такие тяжелые бульбы перевешивают горшок. Специально положила свой любимый волшебный камень. Орхидея жемчужина императора. Непревзойденная цветунья, цветет все время. Пробудила почку летом, выпустила небольшой цветонос, но было всего пару цветочков. Но она решила продолжить и выпустила еще один бутон, уже осенью. И вот этот бутон оказался на 2 цветка. И очень жду от нее скоро цветонос, потому что цветет она практически без перерыва, но успевает растить и листья, и корни от шеи. И если кто-то хочет купить орхидею, которая очень часто цветет, жемчужина императора, как раз подойдет. Еще один цветок. Приобрела его летом в Краснодаре. Ссылку на продавца оставлю в правом верхнем углу экрана. Цветущая орхидея Биглип Легенда. И при распаковке, ссылку на то видео я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана, он был так сильно поврежден. Вот это я все гнилые части листьев обрезала, корней, ну как не было, так и нет, половина из них гнилых. И мне его хочется вам показать не потому, что у него есть интересные изменения, но тоже есть, а потому что всем очень хочется разобрать орхидеи с гнилыми корнями и думать, что сейчас мы спасем этим орхидею. Смотрите, сколько гнилых корней в горшке. Вот кажется, что они все гнилые, а нет. Смотрите, от этого корня, от практически одного единственного живого корня начал расти новый. И в это время, когда орхидея находится в своем покупном грунте, она обязательно начинает растить корни от шеи. Вот они. Они немножко сейчас закукливаются, но этому есть причина.
Цветоносов было 2. Я обрезала до первой живой почки оба цветоноса, и к осени пробудилась одна из почек. И смотрите, опять такой же двухголовый змей, как и у жемчужины императора. Также из одной почки растет 2 цветка. За этой орхидейкой мы продолжаем наблюдать и обязательно с вами будем пересаживать, когда она чуть больше нарастит корней от шеи. Ну и, конечно, отцветет. Еще одна орхидея, бабочка Оранж, парфюмерная фабрика. Они сейчас так желанны, так дороги. И в финансовом плане, и дороги, потому что, ну уж очень они ароматные и очень красивые. Эту орхидею я тоже приобрела в краснодарской группе ВКонтакте. Ссылочку я уже оставила. Она стояла у меня на подоконнике все время в одном положении. Я ее не снимала с подоконника, поливала по краю горшка и не смотрела, что с другой стороны у этой орхидеи происходит. Потому что видно, что она пока цветет, и корни, пока она цветет, сильно расти не будут. И вот я ее снимаю с подоконника, поворачиваю к себе другой стороной, и что я вижу? Да, она не растит корни, но она растит детку. При этом еще цветет, начала выпускать листик из точки роста, и вот она, чудная детка. Скоро пойдет рост корней. А самая потрясающая история. Сразу оставлю ссылку на видео, в котором я практически прощаюсь с орхидеей «Лунная соната». И в этом видео сказала, что я ее обязательно утилизирую. Вы знаете, сначала рука не поднялась. Я ее поставила где-то так далеко и так глубоко от всех орхидей, что совершенно про нее забыла. А сейчас, когда надо навести порядок везде, я увидела этот горшок и была крайне удивлена тому, что эта орхидея выпустила новую детку. Малюсенькую совсем. Но опять детка. Вот это первая часть. Вот это с тем, чем мы прощались. Видите, обработано. И вот он, новая жизнь. Заболеет ли эта молодая маленькая орхидея или нет, сейчас опять сказать трудно. Но дать ей возможность расти обязательно нужно. Может быть, при этом, зная, что и одна, и вторая орхидея погибла, наверное, нужно ее пролить сразу каким-то лечебным фунгицидом. Или топсином М, или привикуром. Ну, как-то предотвратить то, что уже с ней, с этой орхидеей случалось. Но это же счастье. Опять увидеть такую крошечную детку на сухом пеньке. Еще много всяких интересных, ну, по крайней мере для меня, выпусков цветоносов. От орхидей я даже еще и не ожидала цветения. Или ожидала, но не так скоро. Думала, что цветоносы будут ближе к декабрю. В общем, когда рассматриваешь так внимательно все орхидеи, замечаешь и находишь много-много интересного. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Сегодня идет дождь, погода у всех сонная. Даже Юля пришел и сразу уснул.
Но Ричке не до сна. Надо делать маникюр. И проверять, что там с лапками. Что там у тебя с лапкой случилось? Ничего не случилось. Мы же их мыли, когда ты пришел с улицы. Плохо мыли. Не домыли.